Бонджорно, сеньоры и сеньорины! Представляем вам обновление War Thunder 1.69 Regia Aeronautica. Итальянская ветка авиации. Новые танки, самолеты, локации и фичи нашей любимой игры прямо сейчас. Поехали! Название этого большого обновления War Thunder — Regia Aeronautica, то есть Королевские ВВС Италии. Мы добавили в игру новую нацию на стороне стран оси — Италию. В игре появились несколько совершенно новых линеек итальянской боевой авиации, а итальянские самолеты из дерева исследований Германии перенесены в новую игровую нацию. Боевая авиация Италии обладает богатой и очень интересной историей. Итальянские самолеты воевали в Европе, Африке, Средиземноморье и на Восточном фронте. Давайте посмотрим на самые интересные модели в игре. Бипланы Fiat CR-32 составляли основу истребительной авиации Италии во время гражданской войны в Испании. Эти самолеты были значительно тяжелее других бипланов того времени, что позволяло им набирать очень высокую скорость в пикировании. А крупнокалиберные пулеметы, которыми оснащались некоторые модификации CR-32, без труда перемалывали любого противника в воздухе. Элегантные и стремительные истребители Макки — настоящий символ итальянской авиации времен Второй мировой войны. Легкие, маневренные и быстрые самолеты, оснащенные немецкими двигателями Daimler-Benz, хорошо знакомы пилотам War Thunder. Мы обновили модели всех истребителей линейки Макки 202 и добавили экспериментальную модификацию с пушечным вооружением. Трехмоторные бомбардировщики стали визитной карточкой тяжелой боевой авиации Италии 30-х годов. Уже знакомым вам бомбардировщикам Sparviero SM-79, который переходит в новую игровую нацию из линейки исследований Германии, мы будем добавлять новые машины, например, Kant Z-1007, совершенно новый трехмоторный тяжеловоз с отличным оборонительным вооружением. Piaggio P108 станет одним из самых необычных самолетов в игре. Этот могучий и неспешный бомбардировщик представлен в нескольких модификациях. Кроме бомб, он способен нести сразу 3 огромные торпеды или самую крупнокалиберную пушку во всей авиации War Thunder — 102-миллиметровое орудие с боезапасом в 50 снарядов. Fiat G91 — представитель реактивной эры в итальянской линейке исследования. Компактный, легкий и очень быстрый истребитель-бомбардировщик вооружен скорострельными американскими браунингами, несет бомбы, 38 ракет и выглядит просто бесподобно. По праву топовый истребитель линейки авиации Италии. Обновление War Thunder 1.69 — это не только итальянские самолеты. В игре появляются новые танки и самоходки, многие из которых по-настоящему уникальны. Один из лучших бронеавтомобилей Второй мировой — немецкая «Пума». Легкий и подвижный разведчик с 50-миллиметровой пушкой первым окажется на точке захвата или во фланге противника при наступлении. Советский средний танк Т-55А — продолжатель традиций великолепных 54-ок. И грозное самоходное орудие «Объект-268» на шасси танка Т-10 добавлены на 5-й ранг линейки исследования бронетехники СССР. Две фантастические новинки у американцев. Средний танк Т-95Е1, который проектировался как замена танкам «Паттон», и основной боевой танк М-60А2 «Старший», вооруженный управляемыми ракетами. Еще один топ достается британцам — Chieftain Mark V, оснащенный более мощным двигателем, чем ранние модификации. Мы вводим в игру дымовые гранаты и снаряды для наземной техники War Thunder. Дымовые гранаты и шашки позволят скрыть ваш танк от вражеского огня при ремонте на поле боя или обороне точек захвата. А с помощью дымовых снарядов танкисты смогут ставить завесы на большом расстоянии для маскировки продвижения целой группы танков. Дымовые завесы открывают огромное количество тактических возможностей в боях. Это действительно новая страница в наземных сражениях. Дымовые шашки и гранаты работают на всех танках 5-го ранга и некоторых танках младших рангов. Со временем дымовые шашки, гранаты и снаряды появятся на всех танках, на которых были исторически.
В обновлении 1.69 новые самолеты получат не только итальянцы. Патрульный бомбардировщик PB-4Y2 Privateer, созданный на основе B-24 Liberator, появляется в ангарах США. У германских летчиков коллекционное и очень приятное обновление. Прародитель легендарной линейки мессеров ПФ-109А1 «Антон». Истребитель-моноплан с деревянным двухлопастным винтом. Для пилотов-новичков «Антон» станет наградой за первые бои в War Thunder. А для закаленных ветеранов истребитель будет доступен в качестве премиумного самолета резерва. У нас есть отличные новости, которые вы могли пропустить. Теперь все летчики получают камеру повреждений наземной техники в смешанных боях. А пилотам бомбардировщиков установили раздельные прицелы для каждой оборонительной турели с индикатором перегрева стволов. А еще мы подготовили для вас целых 3 новые локации. Для наземных баталий готова обновленная и улучшенная Кубань. Пилоты сразятся в небе над горячим Тунисом, расширенной версией локации для наземных сражений. Для морских боев мы представляем порт Новороссийск, локацию, созданную по мотивам портов Черноморского побережья. Эти и многие другие новинки ожидают вас в обновлении War Thunder 1.69 Regia Aeronautica. Читайте полный список изменений по ссылке в описании, подписывайтесь на наш канал и следите за нами в социальных сетях. Увидимся в бою! И еще кое-что. Да, все пользователи новых маков получают возможность играть в War Thunder на Metal API, который работает до 2 раз быстрее. Это очень круто.